Интересные данные появились на фоне бряцания оружием у наших границ, затеянным НАТО в Норвегии. Оказывается, вооруженные силы Германии постоянно получают бракованное вооружение. К чему бы это? Заголовки СМИ кричат, что учений, подобным маневрам Trident Juncture 2018, НАТО еще не проводило. Под эгидой единого трезубца, а именно так переводится название учений, собрались военные из 29 стран-членов Альянса, плюс формально внеблоковые шведы и финны. Думаю, вы видели данные по числу участников. Активная фаза учений будет проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Всего в них принимает участие около 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники. Силища, несомненно. Выглядит все это внушительно и наверняка, как и название учений, приведет в трепет европейских холопов. Дескать, посмотрите-ка на наших господ, они самые сильные, да-да-да, они вас, клятые москали, одной левой, пиу-пиу, ну и так далее. Но это снаружи. А давайте посмотрим, что творится внутри одной из стран НАТО – Германии. Лишь треть поступившей в 2017 году на вооружение Бундесвера военной техники технически исправна. Об этом сообщило в среду агентство DPA. В его распоряжении оказался ответ парламентского статс-секретаря Минобороны Германии Петера Таубера на запрос депутата Бундестага от левой партии Матиаса Хёна. Согласно документу, из 97 поставленных армией в прошлом году боевых машин могут использоваться лишь 38 единиц, 39% от общего числа. Ой, погодите-ка. Но ведь если верить либералам, то это в России все ржавое и деревянное, а немецкая техника просто по умолчанию является высококачественной и крутой. Ведь Германия сама делает оружие. Неужто добропорядочные немецкие бюргеры за казенный кошт поставляют Бундесверу металлолом? Больше всего вопросов у ведомства вызывают БМП «Пума» и военно-транспортные самолеты Airbus А400М. В вопросе их качества все еще есть куда расти, считает в Минобороны ФРГ. Из 71 поставленной в прошлом году Бундесверу «Пума» лишь 27 единиц готовы к бою. Из 8 самолетов А400М – 4, из 4 истребителей Еврофайтер – 1. С вертолетами дела обстоят еще плачевнее. Из 7 поступивших в войска машин Еврокоптер «Тайгер» пригодны к эксплуатации только 2. Из 7 многоцелевых вертолетов NH-90 – 4. Помните, как в 90-е годы у нас в стране родилась мода лепить на все подряд приставку «евро», дабы подчеркнуть элитность товара? Евроремонт, евродвери, еврофайтер, еврокоптер. А тут вжух, и 3 из 4, то есть 75% этих самых еврофайтеров поставлены в войска непригодными. По еврокоптерам ситуация лучше, но все равно не по-европейски как-то. И это, замечу, в стране, где годовой оборонный бюджет 37 миллиардов евро, то есть 45 миллиардов долларов. 9-е место в мире вообще-то. Так что же происходит? Выдвину свое предположение. Если отбросить версию, что имеет место обычный распил бюджетов, давайте отбросим ее, сделав вид, что в Европе нет коррупции, тогда остается, на мой взгляд, лишь один единственный вариант. Немцы глядят на бряцание оружием у границы России и понимают, что НАТО во главе с США и правда может ввязаться в войну. Но немцы-то с нами уже воевали, оно им надо. И поэтому какой-нибудь не очень публичный замминистра обороны ФРГ собирает у себя промышленников и говорит им примерно такое. Так, майн Геррен, давайте-ка посмотрим правде в глаза. К новой войне с русскими мы не готовы. Как не готовы, спрашивают дисциплинированные промышленники. Никак не готовы, поясняет замминистра. У нас вот лишь 39% от поставленной новой техники исправно. Так было же 80%, уточняют промышленники. У вас устаревшие данные, поправляет замминистра. Мы разобрались и поняли, что исправны только 39%. Ферштейн, яволь, гер, гюперфюрер, пропалимся. В общем, еволь. И все, и техника поставляется неисправно. И если завтра война с Россией, то вроде как никто не готов. По объективным, естественно, причинам, господин президент США. Да-да, у нас БМП массово отказались заводиться, а самолетов взлетать. Причины? Мы подозреваем русских хакеров. Вы ведь знаете, какое у нас все высокотехнологичное, а они очень коварные. Так что держитесь там, успешного вам взятия Москвы и хорошего настроения. Мы по мере ремонта будем идти вторым эшелоном, если, конечно, починят. С механиками у нас не очень, потому что все ушли учиться на докторов гендерных наук. Алло, что там такое? Путин дотянулся, передайте ему, что мы не участвовали. Как вам такая версия, друзья? Ведь если она неверна, то придется признать, что хваленное немецкое качество – это миф, а воруют у них гораздо больше нашего. Но мыслимо ли это?